Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такие пинетки. Техника выполнения этих пинеток совершенно несложная. С ними справится любой новичок. Их можно украсить, вот как я предложила, таким вот цветочком. Мастер-класс по вязанию этого цветочка у меня есть на канале. Я оставлю ссылку как на видео, так и под видео. Переходите и, пожалуйста, вяжите вот такую симпатичную розочку. А сегодня мы с вами будем вязать вот эти пинетки. Я их покажу сейчас со всех сторон. Вот так они смотрятся сбоку. Так вот снизу смотрятся. Второй бок. Вот так вот сзади. У них есть такой вот отворотик. И вот такие вот пинеточки сегодня мы с вами будем вязать. Для этих пинеток я буду использовать пряжу детский акрил Naco Super Baby в 50 граммах 180 метров. И буду использовать спицы. Спицы вот номер 3. Теперь на спице нам нужно набрать 26 петель. 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Вот мы набрали с вами на спице 26 петель. И вот теперь нам нужно одну спицу достать. Так, и начнем вязать далее платочной вязкой. Первую кромочную мы всегда будем снимать вот таким образом. Далее будем провязывать лицевые петли. Вот так они вяжутся. И вот лицевыми петлями довязываем до конца ряда. Вот так продолжаем вязать. И последнюю кромочную мы всегда будем провязывать тоже лицевой петлей. Это мы провязали вот с вами первый ряд. Теперь разворачиваем наше вязание. И снова первую кромочную снимаем. Далее вяжем снова лицевые петли. И так далее мы будем вязать все последующие ряды до определенного момента вот лицевыми петлями. Это называется платочная вязка. Вот такая. Платочное вязание. И вот так довязываем снова до конца ряда.
И последнюю кромочную не забываем, что мы провязываем тоже лицевой петлей. И снова разворачиваем вязание и снова продолжаем вязать лицевыми петлями. И вот мы провязали платочным вязанием 32 ряда. Вот считаем наши волночки вот с лицевой стороны. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и вот 16 ряд на спице. Теперь мы будем закрывать первые 10 петель вот таким образом. Первую петлю мы снимаем, далее вяжем лицевой и первую петлю перебрасываем через вторую. Вот так. Это мы закрыли одну петлю. Снова вот первую перебрасываем через вторую петлю. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Мы закрыли 10 петель, далее будем провязывать лицевыми петлями. Довязываем до конца этот ряд. И последнюю кромочную петлю не забываем, что провязываем тоже лицевой. Вот провязали, развернули вязание и снова вяжем лицевыми петлями. Так довязываем до конца. И еще провязываем лицевыми петлями в одну сторону. Довязали до конца, развернули вязание и вяжем еще ряд лицевыми петлями. И так довязываем до конца. Вот что у нас получилось. Теперь вяжем, снимаем первую кромочную, вяжем лицевыми петлями. Последнюю кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание. И в этом ряду мы будем вязать изнаночные. Сняли первую кромочную, сделали накид. Вот так ниточку набросили на, не накид, а набрасываем ниточку на спицу. И так довязываем изнаночными петлями до конца ряда.
последняя кромочная, лицевая. Разворачиваем вязание. И вот что у нас с вами получается. Вот такой узор. Вяжем следующий ряд, снимаем кромочную и провязываем лицевые петли. Довязали до конца, и последняя кромочная тоже лицевая. Разворачиваем вязание, снимаем первую кромочную и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так довязываем до конца. Вот последняя кромочная лицевая. Развернули вязание. И снова начинаем вязать лицевыми петлями. Здесь у нас платочное вязание. Довязываем до конца этот ряд. Вот что получается. И разворачиваем вязание. И снова вяжем лицевыми петлями. И так довязываем до конца. Вот что у нас получается. У нас мы провязываем вот лицевыми и изнаночными петлями вот ряды. Получается вот такая гладь. А далее продолжаем вязать платочным вязанием. И так будем чередовать. В этом ряду мы снова будем чередовать. Вот вяжем лицевые петли, в следующем провязываем изнаночные петли, чтобы у нас вот чередовался вот такой узор. Вот теперь у нас изнаночная сторона, и с изнаночной стороны мы вяжем изнаночными петлями. И так довязываем до конца этого ряда. И последняя кромочная лицевая. Разворачиваем вязание. И вот что у нас получается. Далее снова будем чередовать. И вязать будем уже платочным вязанием. И вот что у нас получилось, когда мы чередовали ряды. И вот если мы посчитаем, вот там, где идет лицевая гладь, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 повторений. И там, где вот у нас платочное вязание, 1, 2, 3, 4, 5 и тоже вот 6-й ряд. Теперь я вот возвращаюсь там, где у нас вот нитка. И нам нужно добрать 10 петель на спицу для того, чтобы провязать вот точно такой же промежуток, как мы вязали вот в самом начале. И так нам нужно провязать и здесь тоже платочным вязанием. Значит, нам нужно добрать вот эти 10 петель, которые мы закрывали. Вот 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 и 10. Теперь разворачиваем вязание и начинаем вязать. Будем вязать платочным вязанием, вот как и в начале все провязывали. Первую кромочную мы снимаем. Далее аккуратно провязываем, вот не спеша, все петли лицевыми. И вот так лицевыми петлями. Так, что вот. И вот так лицевыми петлями провязываем до конца этого ряда. И вот что у нас с вами получается. Мы провязали с одной стороны вот такое количество рядов платочным вязанием, и вот с другой стороны мы тоже провязали точно такое же количество рядов платочным вязанием. И теперь с лицевой стороны будем закрывать петли. И петли закрываем вот таким образом. Первую кромочную мы снимаем и вяжем лицевая петля, и как мы уже с вами и закрывали, перебрасываем первую петлю через вторую, и снова лицевая петля и перебросили. И так будем закрывать петли до конца этого ряда. И так закрываем до конца. И вот ряд закрыли, нить обрезали, и теперь будем приступать к сборке нашей пинетки. И теперь вот взяли иголку с ниткой. Вот у меня пинетка лежит на лицевой стороне. Вот я прокалываю нитку, оставляю с обратной стороны хвостик. И теперь, чтобы вам было видно, вот я захватываю за там, где у нас платочное вязание, сверху вот прокалываю иголку через верхние петельки. Так, и снова через верхние петелечки. И вот еще 2 ряда, через которые нам надо вот через верхние петелечки протянуть нитку. Вот мы протянули. Теперь выводим иголку на изнанку. Вывели на изнанку. Вот я разворачиваю. И здесь мы берем вот один хвостик, который мы оставляли, и второй. И вот так стягиваем. Стягиваем. И будем завязывать на узелок. Так, вот завязали на один узелок и завязываем на второй. Вот что у нас получилось. Вот после того, как мы здесь связали вот узелком, ниточку отрезаем,
Сейчас примеряем на манекен. Вот что у нас получается. Вот так. И теперь будем сшивать снизу нашу пинетку вот по подошве. Мы тоже берем иголку для того, чтобы сшивать подошву с ниткой. И вот там, где у нас узор, вот чередуются ряды, мы тоже пролаживаем вот так вот ниточку. Через крайние вот петелечки. Хвостик оставляем. Вот так. И уже не так сильно стягиваем, как мы с вами вот вверху стянули, а вот так немножечко подтягиваем. Вот так вот мы немножечко подтянули. И теперь здесь завязываем на узелочки. Один и на второй. Вот какая небольшая такая дырочка у нас получилась. Так, распределили петли. И теперь будем сшивать и захватывать за столбики вот с одной стороны и со второй стороны. И вот так сшиваем по пинетке. И смотрим на то, чтобы у нас совпадали вот платочная вязка с одной стороны и со второй стороны, чтобы мы сшивали их вот параллельно, чтобы это было красиво смотрелось. И подтягиваем ниточку. И вот так дошиваем до конца. Вот дошили до конца мы этот ряд. Теперь иголочку вводим на изнанку, протягиваем вот ниточку, там, где мы вот сшивали, да, пинетку. Так, вводим ее на лицевую сторону и продолжаем сшивать вот пинетку до верха. И сшивать мы будем таким образом. Захватываем за узелки вот с одной стороны и за узелки
как вы видите, с другой стороны. И вот так подтягиваем ниточку. Захватили вот с одной стороны, подтянули ниточку. И вот за узелки с другой стороны. И так вот прошиваем вверх вот до сих пор.